нет здоровых, есть необследованные, утверждают психиатры. Поэтому магам надо быть особенно осторожными при общении с обычными людьми. Теоретически психиатры должны заниматься лечением заболеваний, связанных с органическими патологиями мозга. Реально же именно им социум доверяет установление адекватности личности. Из корпоративной солидарности они не проверяют друг друга, иначе сами подлежали бы лечению, а некоторые и изоляции. Дело в том, что каждый из них имеет собственную картину мира, относительно которой и определяет реальность, вымышленную и настоящую. Среди психиатров есть большое количество религиозных людей, принадлежащих к разным конфессиям. Поэтому никогда неизвестно, относительно какой именно парадигмы мира определяют вашу адекватность. Мало того, что маги и обычные люди, первые три касты, живут в разных мирах, так еще и сами люди могут сильно отличаться друг от друга представлениями об окружающем мире. Главное правило магов состоит в том, чтобы с каждым человеком разговаривать на его языке и в рамках его картины мира. Это означает, что маг сперва слушает собеседника и определяет его парадигму, после чего скупо сообщает необходимую и достаточную для минимального контакта информацию в пределах картины мира этого человека. В магической парадигме следует разговаривать только друг с другом. Иными словами, магия существует только для магов. Обычная позиция для магического воздействия состоит в том, что маг имеет неуязвимое положение для социума. То есть маг-целитель не афиширует своего воздействия или камуфлирует его под обычные медицинские процедуры. Боевые маги действуют на расстоянии, не демонстрируя своего участия в событиях, не участвуют в них физически. Каждый боевой маг понимает границы своего могущества и место в иерархии и не влезает в ситуацию, с которой не может справиться. Что касается волшебников, создающих артефакты, то существующее правило запрещает им передавать людям предметы, сила которых намного превышает магический потенциал человека. Это означает, что люди третьей касты могут получить артефакты первого уровня. Адепты с уровнем 4.1 могут получить артефакты до второго уровня. Артефакты третьего уровня доступны для магов уровня 4.2. Кроме них, к третьему рынку артефактов имеют доступ лица с высоким социальным влиянием, достаточным для привлечения внимания магов уровня 4.3. Таким образом, на самом верху социума есть люди, как правило, третьей касты, посвященные в особенности эзотерической модели мира. На уровне ученых уровня 3.6, 4.1, не являющихся адептами магического социума, существуют различные конспирологические теории, так или иначе связанные с магической парадигмой мира. Проблема конспирологов состоит в том, что они исходят лишь из одной гипотезы. Например, в глубокой древности на Земле существовали развитые техногенные цивилизации, и все тайны связаны с ними. Или на Землю прилетают представители внеземной цивилизации, и все тайны связаны с этим. Или на Земле существуют тайные общества, и все феномены связаны с этим. Явно конспирологам не хватает масштаба мышления для того, чтобы объединить отдельные факторы в единую картину. Однако, общаясь с официальными лицами, представляющими социум, чиновники, медики, силовики, ни в коем случае не стоит обсуждать сколь-нибудь сложную или конспирологическую парадигму мира. В противном случае придется долго доказывать собственную адекватность и общаться с каким-нибудь экспертом. Кроме того, можно нарваться на представителей религиозной парадигмы, и тогда уже предстоит объяснить, что вы не проклятый пособник сил зла. А если продемонстрировать окружающим свои способности, то будете долго отмываться от печати жулика и шарлатана, поэтому в магии запрещены любые демонстрации. Обычное человеческое сознание, левополушарное, не в состоянии почувствовать магическое воздействие, правополушарное. О том, что магическое воздействие было совершено, можно узнать по результату. Однако далеко не всегда известно, чем вызвано определенное событие. Например, можно считать, что маг вылечил человека, но также можно предположить, что была какая-то другая причина выздоровления. Причиной любого события может быть что-либо иное, не только магия. Если же человек увидел воздействие, это означает, что он перешел в правополушарное состояние.
Сознание человека можно рассматривать как состоящее из двух разных сознаний – левого и правого. Левое принадлежит человеку, родившемуся и дожившему до текущего момента, а правое является интегралом прошлых воплощений. Маги контролируют левым полушарием активность правого и могут использовать его как инструмент. Обычные люди с активным правым полушарием, медиумы, имеют большую активность левой руки. Если левополушарные люди переходят в правополушарное состояние, то при обратном переходе они уже не уверены в том, что видели. Во время нахождения в правополушарном состоянии сознание человека становится магическим. То есть слова, сказанные в этом состоянии, обладают особым действием. Как правило, это какая-то ругань в адрес других людей. Слова, имеющие негативный смысл, могут причинить вред окружающим. Порча. При переходе из правого состояния сознания обратно в левое человек начинает сомневаться в увиденном. Ему кажется, что его обманули. Поэтому маги не афишируют свою деятельность. Они называют ее тайной и держат в секрете, так как обычные люди не способны понять или поверить в реальность магической парадигмы. Поверить в сатану, силы зла или проклятых гораздо проще.